Скажите, вы за что их убили? Здравствуйте, здравствуйте. Там ваши родные, ваши друзья? Да, мой молодой человек, его бабушка, наши друзья. Как, что случилось? Пришел какой-то ненормальный и просто всех расстрелял. Вы видели раньше этого человека? Нет, я видела, как он их убивал. Как это было? От него убегали, просили помощи? Да, но бесполезно было, он был настроен очень так серьезно. Он просто либо бил дулом, либо просто стрелял в упор. Там находятся трупы, где просто улицы нет. Вы находились все в одном доме или люди уже разошлись? А половина людей находились на улице, которых он сразу же убил. Половина в доме. Убил сразу семейную пару. Потом убил 92-летнюю бабушку, ветерана войны. А я успела спрятаться просто под одеяло. Мне чисто повезло, хотя он заходил в комнату 2 раза. Он пришел на праздник, выпил, соврал. Его разоблачили, посмеялись. Он ушел, а через 2 часа вернулся с карабином, чтобы убить всех, каждого. Даже ту, что отказалась копать себе могилу. Это не сценарий хоррора. Это случилось на самом деле. В тихом дачном поселке под Тверью. Там, где пахнет шашлыком и яблонями, в одну июньскую ночь запахло порохом и смертью. 9 жизней. 9 человек, которые просто собрались вместе отдохнуть, послушать музыку, поговорить. Они не знали, что пригласили на вечеринку собственного палача. В этом расследовании мы восстановим по минутам самую жуткую бытовую бойню в России. Дело Сергея Егорова. Редкинский кошмар. Мы ответим на вопросы, которые не дают покоя до сих пор. Что творилось в голове у этого человека в те 2 часа между насмешкой и первым выстрелом? Что за план созревал в пьяном, уязвленном мозгу? Как одной девушке удалось выжить, прячась под одеялом, в то время как убийца шагал по дому в 2 шагах от нее? И что она видела? И главное, почему? Почему ложь о службе в армии обернулась 9 трупами? Неужели человеческая жизнь стоит так дешево? Готовы узнать, как тонкая грань между бытовой ссорой и массовым убийством стирается навсегда? Тогда начинаем. Тверская область. Тихий, зеленый дачный массив. 4 июня 2017 года. Конец теплого дня. В одном из домов, принадлежащем семье Савельевых, собираются гости. Не шумная вечеринка, а просто встреча. Приехали друзья из Зеленограда, местные соседи. Всего человек 10. Среди них 92-летняя Галина Савельева, ветеран войны, хозяйка дома. Ее дочь, друзья, все взрослые состоявшиеся люди. Они ждали отдыха, общения, покоя. И был еще один человек. Сергей Егоров, сосед, владелец дачи по соседству, электрик из Москвы, 45 лет от роду, человек с непростым характером, как позже скажут все знакомые. Конфликтный, обидчивый, любящий быть в центре внимания. Между ним и хозяевами уже были трения, бытовые, дачные, забор, земля, какие-то мелочи. Но в тот вечер он пришел как гость, или как волк, который решил зайти в овчарню. Вечеринка началась. Застолье, выпивка, разговоры. Егоров, судя по всему, пришел уже нетрезвым. И вот примерно через полчаса разговор зашел об армии, о службе. И здесь Сергей Егоров совершает свою первую роковую ошибку. Он начинает хвастаться. Рассказывает, как он служил в воздушно-десантных войсках, ВДВ, элита, предмет гордости. Но ему не верят, или скорее проверяют. Кто-то из присутствующих, возможно, сам бывший военный, задает уточняющий вопрос. А в какой именно дивизии? И Егоров не может ответить. Он влипает. Его ложь наглая и пафосная разбивается в мгновение ока о простой вопрос. И на него обрушивается то, чего он боится больше всего. Насмешки, смех, шутки. Возможно, не злые, но обидные для человека,
с раздутым самомнением. Для него это публичная казнь, унижение. Он, который мнил себя крутым десантником, оказался посмешищем. В глазах у Егорова, по показаниям, мелькает ярость. Он не спорит, не оправдывается. Он встает и уходит. Молча. Садится в свой красный джип «Шевроле Нива» и уезжает. К себе на дачу. Все думают, обиделся? Ну и ладно, проспится, забудет. Застолье продолжается. Но для Сергея Егорова вечер только начался. Те 2 часа, что он провел один в своей даче, стали отсчетом времени до апокалипсиса. Что он делал? Пил дальше, чтобы заглушить жгучую обиду? Или, наоборот, протрезвел от адреналина ненависти? Он взял свой карабин Сайга, зарядил его. Охотничье оружие, предназначенное для зверя, он приготовил для людей. Для тех, кто посмел над ним смеяться. В его пьяной, воспаленной голове созрел план мести. Не ответить грубостью, не подраться, уничтожить, стереть с лица земли всех, кто был свидетелем его позора. И само место позора. 2 часа ночи. Глухая ночь. В доме Савельевых гости уже разбрелись. Кто-то вышел во двор подышать. 5 человек. Александр Редин, Вера и Пава Смирновы. Еще 2. Они сидят на лавочке, курят, говорят о чем-то своем. Они не слышат шагов. Первые выстрелы гремят в 2 часа 37 минут. Резкие сухие хлопки, которые в дачной тишине звучат как взрывы. Егоров стреляет почти в упор. Он не кричит, не требует, не высказывает претензий. Он просто убивает. Хладнокровно, как на стрельбище. Люди падают ранеными. И здесь проявляется первая деталь его запредельной жестокости. Он подходит к тем, кто еще шевелится, и добивает их ударами приклада карабина по голове. Череп — хрупкая конструкция. Удар приклада — страшная сила. Он не просто лишает жизни, он уничтожает. Затем он входит в дом. Там его ждут новые жертвы. Иван Загорнян и Людмила Высоцкая, семейная пара. Они, вероятно, уже проснулись от шума, пытались понять, что происходит. Егоров убивает и их. А потом он поднимается или проходит дальше и находит самую старую жительницу этого дома. 92-летнюю Галину Савельеву. Женщину, пережившую войну. Он убивает и ее. Ветеран Великой Отечественной пала не от пули фашиста, а от выстрела соседа-психопата на собственной даче. Ирония судьбы здесь черная и беспощадная. В доме в этот момент была еще одна девушка. 21-летняя Марина Каныгина. Она не вышла во двор. Услышав выстрелы, она не побежала смотреть. Инстинкт самосохранения сработал иначе. В кромешной темноте, в панике, она сделала единственно верное, гениальное в своей простоте действие, нырнула под одеяло на кровати и замерла. Она притворилась несуществующей. Спряталась как ребенок, который думает, что если закрыть глаза, то и тебя не увидит. Но в данном случае эта детская логика спасла ей жизнь. Именно в этот момент, в 2 часа 41 минута, из-под того самого одеяла раздается шепот. Девушка, дрожа от ужаса, набирает номер полиции. Здесь стреляют, всех убивают. Помогите. Она успевает сказать адрес, бросить трубку и снова замереть. Ее звонок — первый крик о помощи в эту ночь. Но Егоров еще не закончил. Он вышел из дома. Убийство, как наркотик, требует продолжения. Он знал, что в соседнем участке, в другом доме, есть еще люди. Он бежит туда. Там живет или гостит Светлана Сорокина. И ее знакомый, Олег Демченко. Олег успевает понять, что происходит. В 2:40, за минуту до звонка Марины, он тоже звонит в полицию. Сосед с ружьем, он убил людей, он идет сюда. С утра я даже матери рассказывал. Ну, со мной происходят такие вещи странные. Делюсь там иногда со всеми. Вот. Особенно, когда неприятности какие-то должны произойти. Избегай, не избегай, они все равно будут. Не знаю почему. Она просто как-то предсказывает. Вот. Предсказывает, а там
избегай, не избегай, все равно что-то будет. Просто не знаю, зачем ты что-то знал. С утра, ну не знаю, дурдом, конечно, на первый взгляд. А может и нет. Ну да. Ну как видение было, что 5 мужиков на даче насчет проводки начнут меня домогаться. Вот, хотели меня порезать, закопать. Почему-то легким движением руки, я всем 5 головы потрубал. Это его последние слова. Егоров врывается и убивает Олега, а затем находит Светлану. И здесь происходит эпизод, который выделяет это дело даже на фоне других массовых убийств. Он не стреляет в Светлану сразу. Он заставляет ее выйти на улицу. И там, под ночным небом, он приказывает ей копать. Копать себе могилу. Осознать, что она умрет. Принять свою смерть. Стать соучастницей собственного убийства. Это уровень садизма, выходящий за все мыслимые рамки. Светлана отказывается. Возможно, молит о пощаде. Возможно, пытается бежать. И за этот отказ, за эту последнюю попытку сохранить достоинство, он убивает ее. Ее тело он не оставляет на месте. Он тащит его к своему джипу и запихивает в багажник. Как мусор, как трофей. Позже он планировал, вероятно, избавиться от него отдельно. А что же в доме Савельевых? Убийца возвращается. Он заходит в комнату, где под одеялом, не дыша, лежит Марина. Он ищет. Возможно, слышал шорох. Он заходит в комнату, осматривается. Его взгляд скользит по кровати, под которой лежит девушка. Но в полумраке, в спешке, в состоянии алкогольного и адреналинового опьянения он не замечает ее. Он уходит. И начинает следующую, непостижимую часть своего плана. Уборку. Он ходит по дому, затаскивает трупы с улицы внутрь, складывает их. Он подходит к раковине и моет руки, тщательно, как хирург после операции. Смывает с себя кровь. Этот жест, увиденный краем глаза Мариной, говорит о многом. Он не чувствовал себя маньяком в этот момент. Он чувствовал себя хозяином положения. Тот, кто навел порядок, устранил проблему, очистился. Именно в этот момент, когда он возился с телами, снаружи раздается звук машин. Прибывает наряд полиции. По 2 вызовам. Они действуют быстро, окружают дом. Егоров, увидев их, не пытается стрелять. Не устраивает осаду. Он, будучи пьяным и, вероятно, уже выдохшимся после всплеска насилия, сопротивления не оказывает. Его просто берут, задерживают, карабин отбирают, осматривают дом и видят ад, созданный руками одного человека. 9 трупов, 4 женщины, 5 мужчин, от 21 года до 92, разбросанные во дворе, в доме, и одна живая девушка под одеялом, которая выходит на свет, дрожа, в шоке, но живая. Ее показания станут основой обвинения. Начинается следствие. Сергей Егоров поначалу во всем признается, дает подробные показания, рассказывает, как его оскорбили, как он решил отомстить. Но потом, когда приходит понимание тяжести, содеянного и неминуемости сурового наказания, он меняет тактику, отказывается от показаний. Говорит, что его заставили оговорить себя. Его адвокаты пытаются настаивать на невменяемости. Мол, человек в состоянии сильнейшего аффекта под действием алкоголя не отдавал отчета в своих действиях. Но судебно-психиатрическая экспертиза ставит точку. Вменяем. Да, расстройство личности. Да, психопатические черты, алкогольное опьянение. Но понимал, что делает. Осознавал характер и последствия своих действий. Мог себя контролировать. Значит, виновен. Суд длится долго. Тверской областной суд. На скамье подсудимых опустошенный, постаревший человек, уже не похожий на того грозного мстителя с карабином. Родственники погибших в зале. Их боль, их гнев, их непонимание висят в воздухе плотной пеленой. Как можно было убить из-за насмешки? Как можно было лишить жизни 92-летнюю старушку?
как можно было заставлять человека копать себе могилу. В июне 2019 года суд оглашает приговор. Сергей Егоров виновен в убийстве 9 человек. Приговор – пожизненное лишение свободы. Высшая мера наказания в современной России. Его отправляют в город Соль-Илецк Оренбургской области, в ИК-6, в просторечии называемый «Черный дельфин». Казалось бы, точка. Преступник наказан. Но почему же это дело не отпускает? Почему оно всплывает в памяти, когда слышишь о какой-то бытовой ссоре, о чьем-то задетом самолюбии? Потому что оно как трещина в зеркале нашего, казалось бы, безопасного бытового существования. Урок 1. Цена слова. Всего несколько фраз. Неосторожная ложь, несдержанный смех и 9 гробов. Мы живем в мире, где люди разучились слышать друг друга, где любое противоречие, любая критика воспринимаются как объявление войны. Дело Егорова — это крайняя, запредельная точка этой болезни. Когда твое эго становится дороже человеческих жизней, когда желание сохранить лицо превращается в право отнимать жизнь. Урок 2. Монстр по соседству. Он не был беглым каторжником. Он был электриком из Москвы, соседом по даче, человеком, с которым ты мог пить чай за общим столом недели раньше. Зло часто не приходит извне. Оно тихо живет рядом и ждет своего часа, ждет триггера. Таким триггером может стать что угодно. Долг, спор за забор, насмешка. Мы разучились видеть опасность в тех, кого считаем своими. А она там. Урок 3. Хрупкость жизни. 9 человек планировали завтрашний день. Кто-то на работу, кто-то на рыбалку, кто-то просто выпить утренний кофе. Их планы, их мечты, их недоговоренные слова — все это перечеркнуто в одну ночь решением одного ничтожного человека. Жизнь не кино. В ней нет гарантии, что завтра наступит. Иногда все заканчивается среди ночи под звук приклада, ударившего по голове. Урок 4 и главный. Что внутри нас? Каждый из нас в момент сильной обиды, ярости, унижения чувствует темный импульс. Желание ударить, накричать, отомстить. У нормального человека этот импульс гасится внутренним тормозом, совестью, страхом, рациональностью. У Сергея Егорова этот тормоз сломался. Активировалась иная программа. Унизили — убей. И он пошел по этой программе до конца. Дело Егорова — это проверка на прочность для каждого. А что, если сорваться? А что, если дать волю той самой темной части себя? Куда она приведет? Сергей Егоров теперь номер в колонии. Он будет жить в камере, вспоминать ту ночь и, возможно, жалеть не об убитых, а о том, что попался. Но мы-то с вами на свободе. И мы должны помнить. Помнить, что слово — не просто звук. Что обида — не приговор. Что сосед — не обязательно друг. И что наша собственная ярость — это спящий зверь, которого лучше никогда не будить. Потому что если его разбудить, он может выйти на прогулку с карабином. И тогда тихий дачный поселок может превратиться в ад. Всего за одну ночь. Пожизненный срок. Колония «Черный дельфин». Легендарная и страшная тюрьма в самом сердце России, куда отправляют тех, кого общество решило забыть навсегда. Не белый ледяной ад севера, а каменный мешок в степи. Сергей Егоров стал одним из ее обитателей. Его мир окончательно сузился до размеров камеры-одиночки, до секунд, отсчитываемых шагами конвоира в коридоре. Здесь нет дач, нет соседей, нет поводов для обид. Здесь есть только он сам, 4 стены и призраки 9 человек, которых он создал одной летней ночью. Но что на самом деле означает пожизненное в «Черном дельфине»? Это не просто тюрьма. Это система тотального подавления и контроля, выверенная до мелочей, чтобы исключить саму возможность повторения насилия. Его день, его год, его вечность — он просыпается не по солнцу, а по свету лампы,
который включается в строго определенное время. Его день начинается с команды. Все по регламенту. Прием пищи через специальный люк. 1 час прогулки в одиночном бетонном вольере, напоминающем клетку для особо опасного зверя. Даже на прогулке он всегда в наручниках и под прицелом видеокамер и автоматчиков на вышке. Любое движение, выходящее за рамки дозволенного, например, попытка замедлить шаг или громко крикнуть, мгновенно пресекается. Контакты с другими заключенными сведены к абсолютному минимуму, чаще всего исключены. Его главные собеседники – следователи, если вдруг понадобятся дополнительные показания по старому делу, и психолог, отчеты которого будут гласить «опасен, адаптации не подлежит». Он не работает в цеху, как многие другие осужденные. Для таких, как он, труд – это камерная работа, склеивание конвертов, сборка шариковых ручек, монотонный примитивный труд, который не развивает, а лишь убивает время, которого у него, как ни парадоксально, слишком много. Что у него в голове? Психология каменного мешка. Отбросим версию о раскаянии. Человек, способный из-за насмешки заставить другого копать себе могилу, не способен на эмпатию. Его психика устроена иначе. Скорее всего, он прошел через несколько этапов. Агрессия и отрицание первые годы. Он мог злиться на систему, на судей, на предателей, которые дали на него показания. Винил всех, кроме себя. Возможно, строил фантазии о пересмотре дела. Апатия и рутина сейчас. Когда все апелляции отвергнуты, а реальность камеры становится единственной реальностью, наступает фаза внутреннего опустошения. Дни сливаются. Воспоминания о той ночи могут как тускнеть, так и наоборот проявляться в кошмарах с пугающей четкостью. Но чувства к жертвам? Их нет. Есть чувство к себе. Жалость или холодная констатация факта. Проиграл. Консервация зла. Черный дельфин не исправляет таких людей. Он их консервирует. Замораживает в том состоянии социальной опасности, в котором они прибыли. Его личность, и без того поврежденная, теперь законсервирована в вакууме тотального контроля. Он больше не может никому причинить зло. Но и стать человеком тоже. А что там в Редкино? Шрам на месте. Дачный поселок, где произошла бойня, уже никогда не будет прежним. Дом Савельевых, скорее всего, он стоит. Может, в нем кто-то живет. Но для местных это проклятое место. Дети обходят его стороной. Взрослые вспоминают со вздохом. Тень тех событий легла на все Редкино. Теперь это не просто точка на карте, а место одной из самых страшных трагедий в области. Родственники погибших разъехались. Кто-то пытается строить жизнь заново, вырвав из сердца кусок памяти. Кто-то не смог и сломался. 9 семей, разрушенных вдребезги. Их боль не имеет срока давности. Каждый год 3 июня для них начинается ночной кошмар наяву. Выжившая Марина Каныгина. А что стало с той девушкой, что выжила под одеялом? Ее жизнь разделилась на до и после самым радикальным образом. Она была не просто свидетельницей, она была участницей, которой чудом удалось остаться невидимкой для смерти. Такой опыт не проходит бесследно. Возможно, она сменила место жительства. Возможно, долгие годы ходила к психологу, пытаясь стереть из памяти звук шагов убийцы в своей комнате, вид его рук в раковине. Она вынесла из этого ада не только свою жизнь, но и груз знания. Знания о том, на что способен человек. О том, как тонка грань. Она — живое напоминание о хрупкости бытия. Ее спасение было чудом. Но каково жить с таким чудом? Общество и красные флаги. Дело Егорова заставило на мгновение задуматься о красных флагах. Тех сигналах, которые предшествуют вспышке неконтролируемого насилия. Конфликтность, склонность к агрессии в быту.
патологическая обидчивость, нарциссизм, злоупотребление алкоголем. Все это было у него на поверхности. Но кто обращает на это внимание? Соседи отмахиваются. Характер у него такой. Мы все стали слишком терпимы к токсичности, пока она не выплескивается за рамки. После этого дела в полицию, возможно, стали чаще поступать вызовы на буйных соседей. Но система профилактики бытового насилия в России по-прежнему слаба. Мы реагируем на последствия, а не предупреждаем причины. А причина часто в том самом человеке, которому давно нужна была психиатрическая помощь, а не очередная бутылка и снисхождение окружающих. Философия пули. В основе этой трагедии лежит страшная, примитивная философия. Мое чувство собственного достоинства стоит 9 жизней. Егоров не мстил за конкретное действие. Он мстил за ущемленное эго. Он стрелял не в людей, а в насмешку, в свое унижение. А люди были лишь материальным воплощением этого чувства, которое он решил уничтожить физически. Это отличает его от бандита, убивающего за деньги, или маньяка, убивающего ради удовольствия. Его мотив – нарциссическая ярость в чистом виде. Самый опасный мотив, потому что он непредсказуем и может вспыхнуть у любого, кто поставил свое «я» выше всего остального в мире. Итог – вечность в черном дельфине. Сергей Егоров никогда не выйдет на свободу. Его тело будет постепенно стареть в камере. Его разум либо деградировать, либо зациклиться на одном и том же дне, одной и той же ночи. Он стал живым памятником собственного преступления. Государство тратит ресурсы, чтобы содержать его в условиях, где он не опасен. Некоторые скажут: зачем? Пожизненное содержание дорого. Но общество, принявшее когда-то мораторий на смертную казнь, выбрало именно этот путь – путь вечного заточения. Это не милосердие к нему. Это наказание, растянутое на всю оставшуюся жизнь. И символ. Мы, как общество, отказываемся совершать последнее убийство, но и не готовы простить. Мы просто изолируем зло. Навсегда. Его история закончилась. Но ее эхо остается с нами. Каждый раз, когда в бытовой ссоре кто-то хватается за нож или угрожает: сейчас как приеду с ружьем, это отголосок Редкинской ночи. Каждый раз, когда мы видим человека, чья гордыня явно опасна, и предпочитаем отойти в сторону, не связываться, мы допускаем возможность повторения. Дело Сергея Егорова – это не история о маньяке. Это зеркало, отражающее наше коллективное равнодушие к чужой ярости, пока она не обернулась катастрофой. Мы хороним жертв, судим убийцу, забываем о деле. Но не извлекаем главного урока. Зло начинается не с выстрела. Оно начинается с молчаливого попустительства, с нежелания увидеть чужую боль и опасность, пока не стало слишком поздно. Он в черном дельфине. Он в безопасности от нас. А мы в безопасности от него. Но в безопасности ли мы от самих себя?